Скорее всего, вы неправильно общаетесь с нейросетью, потому что не знаете вот про это. И еще не знаете, как устроено вот это. В общем, это видео про частые ошибки, которые допускают новички при работе с нейросетями, и в этом видео я покажу решения, которые нужно применить для того, чтобы такие ошибки не допускать, и как выжать максимум от нейросети, когда вы с ней работаете. Но для начала забавная история. Приходит как-то ко мне клиент и говорит: «Артем, я с чатом GPT общаюсь как с лучшим другом. Я ему рассказал про всю свою жизнь, про мою компанию, но, знаешь, вот иногда в беседе, говорит, он выдумывает какие-то вещи, которых не было, или забывает то, что я ему вроде бы как недавно говорил». Это типичная ошибка, когда нейросеть вываливается за пределы своего контекстного окна. Дело в том, что у нейросети память устроена таким образом, что она может удержать в поле зрения или в своей вот этой памяти определенное количество символов. И если ваш диалог становится достаточно длинным, то все, что вы обсуждали до этого, начинает забывать нейросеть. Тупые модели просто забывают и потом начинают выдумывать. Например, вы спрашиваете, где я родился, хотя вы в начале диалога называли город, где вы родились. Нейросеть будет предполагать место, где вы родились, а не точно называть, потому что вы его говорили. Более умные модельки, конечно, пытаются контролировать этот процесс. То есть, когда контекстное окно заканчивается, нейросеть пытается подвести сжатый итог, сделать summary беседы, чтобы вытащить какие-то факты, что обсуждали, к чему пришли, что решили и так далее. Некоторые нейросети даже держат долговременную память о вас, то есть записывают в отдельное местечко какие-то факты про вас. Сколько у вас детей, чем вы занимаетесь, в каком стиле привыкли общаться и так далее. Так вот, в чем была проблема этого клиента моего? Он, когда открыл свой чат GPT, я понял, что у него вся беседа велась в одном чате. То есть он не создавал новый чат, когда хотел обсудить новую идею. И то есть вначале, допустим, если он обсуждал там какие-то перспективы по работе, потом он пришел к каким-то личным переживаниям, потом спросил, как поменять кран, а еще попросил рецепт там блинчиков, и все в одном и том же диалоге. Это такой мусор и так забито контекстное окно, что, конечно же, нейросеть теряется, выдумывает факты и не понимает, как дальше вести беседу. Поэтому ошибка номер 1 — вести все в одном чате. Потому что если я попрошу рецепт блинчиков, то нейросеть мне напишет его и будет помнить о том, что она мне его написала, что я просил и что она мне дала. Если я захочу потом написать приложение и попрошу нейросеть написать код для приложения, то она будет пытаться связать это как-то приложение с рецептом блинчиков или вообще, в принципе, с рецептами. То есть это будет постоянно мешать. Поэтому нужно создать новый чат, где я скажу: создай код для приложения, которое будет учитывать мои финансы, например. Все, контекстное окно очищено, диалог начинается заново. И если я захочу потом вернуться к рецепту блинчиков, я просто открываю старый диалог и продолжаю общение так, как будто бы разговора про приложение у нас и не было. Поэтому используйте разделение на чаты. Но есть ошибка номер 2. Вы, например, пишете задания или промпты сами. Причем пишете в стиле «напиши пост для телеграм-канала». Вы забываете, что для того, чтобы написать промпт, нужно 4 элемента. Это роль, контекст, задача и результат. Например, роль. Ты копирайтер. Контекст. Я веду телеграм-канал для родителей. Пишу посты про самые больные темы для тех, кому еще нет 30. То есть контекст, для чего это используется. Задача. Напиши пост на тему, как поддержать супруга, когда у вас маленькие дети, например. И результат. То есть в каком виде вы хотите это получить. Пост должен быть не больше там 500 символов, живым языком и без нудятины, например. Все. То есть этот промпт уже гораздо лучше, чем просто напиши пост для телеграм-канала про родителей. Роль, контекст, задача, что конкретно нужно сделать, результат, в каком виде я это хочу. Таблица, список, готовый пост, в каком виде, в каком формате и так далее. Но вы все равно, как человек, скорее всего, упустите кучу нюансов. Что значит живым языком?
А что значит без нудятины? А, в каком формате, в каком виде должен быть написан этот пост. Поэтому нужно использовать нейросети для того, чтобы писать промпты для нейросетей. Зайдите на сайт генерации промптов, ссылка будет в описании, либо воспользуйтесь просто обычной нейросетью, чтобы не допускать эту ошибку. И вы пишете задачу, которую вам нужно решить, и она превращается в полноценный, развернутый, классный, подробный промпт, который очень хорошо поймет нейросеть, потому что здесь будет куча деталей. То есть у нас есть переменные, например, там сколько символов должно быть в посте, какая тема поста, что за канал, описание канала. И дальше какие-то важные вещи. Пиши на русском языке, используй там такой-то тон с живым языком, без нудятины, используй там слова, которые подходят этой аудитории, и у вас теперь появляется текст, который вы можете скопировать в нейросеть, и заменив, например, канал про родительство до 30, тема поста «Как поддержать супруга, когда маленькие дети». То есть мы заменяем в промпте какие-то вещи, темы, например, и сколько пост-символов должен быть? 500. Все, если я сейчас отправлю этот промпт, то нейросеть напишет, у меня сейчас выбрана неумная модель, глупенькая, поэтому она пишет плохой пост, скорее всего. Но она пишет какой-то пост. И мы подходим от второй ошибки, где мы сами пишем руками промпт, к третьей ошибке. Мы из чата в чат таскаем одни и те же промпты. То есть у нас есть повторяющаяся задача. Сегодня у нас был пост про родительство до 30, как поддержать супруга, а теперь как организовать там прибытие домой после родов, например. Да, то есть тематический следующий пост. И я вот каждый раз гоняю одну и ту же инструкцию из чата в чат. Это ошибка. Можно использовать для этого папки или проекты. Я все показываю на примере Claude Code, точнее Claude. Есть такая же штука в чат GPT и во всех остальных нейросетях. Это папки с проектами. То есть используйте их, чтобы заново каждый раз не давать одну и ту же инструкцию под похожие задачи. Например, если я хочу работать с сайтом портфолио, то я захожу в проект сайта портфолио, где у меня написано цель, личный сайт, там инструкции, как все это должно быть, и у меня здесь есть новые чатики. И, соответственно, если я хочу развивать какую-то тему на своем личном сайте портфолио, я создаю новый чатик, а уже к этому чатику прикрепляются инструкции, которые я написал один раз, и они каждый раз к этому чатику применяются. Или, например, у меня есть YouTube-канал, у меня тоже есть какие-то базовые инструкции по нему. Я могу прикрепить сюда файлы, например, какие-то документы, шаблоны, чек-листы и так далее. И каждую новую задачу, каждое новое видео я веду в отдельном диалоге, но к каждому диалогу присасывается основная инструкция. Вот, например, у меня есть канал «Лысый из браузера» в Telegram. Подпишитесь, кстати, ссылка есть в описании. Я написал большую инструкцию, что ты эксперт в анализе и имитации стилей письма. Твоя задача внимательно прочитать предоставленный текст и помочь мне там как-то его отредактировать. И я скормил ему примеры своих постов, то есть настоящие тексты своих постов для того, чтобы он понимал мой стиль. И теперь, если я хочу создать новый пост, мне достаточно не писать длинную инструкцию, а просто начать с моей задачи. Давай напишем пост про выбор хостинга, на что нужно обращать внимание и так далее. И он напишет в моем стиле. Давай напишем пост про то, как подобрать хостинг для сайта. Короткий, на там 500 символов. И он постарается написать в моем стиле. Из-за того, что моделька сейчас я выбрал неподходящую, без думания и самую простую, она, конечно же, неправильно все будет делать. Но он задает мне вопросы, какой у тебя тон. Вот он не понял задачу, потому что стоит неправильная моделька. Поэтому нужно выбирать модельку другую, Opus 4.6, которая думает. Вот. И тогда он напишет все как надо. Итак, разобрали следующую ошибку. Мы не работаем в проектах. Как еще устроены нейросети? На что еще нужно обратить внимание? Дело в том, что почему нейросети иногда выдумывают какие-то факты?
То есть, например, нейросеть может придумать какую-то научную работу и дать даже на нее ссылку, хотя ссылка не существует, такой научной работы не существует. Как сделать так, чтобы нейросеть ориентировалась на мои конкретные знания или мои документы? Я могу либо натренировать нейросеть на своих каких-то данных, этот процесс называется fine-tuning, когда я пытаюсь перетренировать нейросеть, чтобы она знала какие-то факты. Но есть штука гораздо проще, она называется RAG. RAG системы — это когда нейросеть обращается, прежде чем дать ответ, к каким-то конкретным документам. То есть если я нейросети дам примеры своих постов, шаблоны своих договоров, где прописаны суммы штрафов, суммы за работу и так далее, нейросеть не будет выдумывать штрафы, она будет брать их из настоящих документов. Поэтому ошибка какая уже по счету? 4-я. Это не использовать документы и не давать конкретные документы для нейросети, хотя она может этого. То есть мы пишем ей какой-то запрос, она ищет этот материал в документах, в конкретных местах, в конкретных пунктах и подпунктах, а потом возвращает нам ответ, обработанный моделью. Тогда мы получаем как бы личного ассистента, который не врет и не выдумывает факты, а находит их среди наших документов. Поэтому, когда даете нейросети задание, связанное с какими-то конкретными фактами, давайте и материалы. Есть еще штука про агентов, про нее запишу отдельно, здесь нет никакой ошибки, про это нужно отдельное видео. Но вот эти вот 4 базовые вещи я бы хотел, чтобы вы соблюдали. Еще одна маленькая вещь, которая наверное, идет бонусом. Это 5-я ошибка. Это слепо верить и брать результаты первые попавшиеся от нейросети. Например, она написала рецепт блинчиков. Это не совсем удачный пример, но давайте возьмем его. Она написала рецепт блинчиков какой-то. Но я считаю, что он недостаточно хорош. Поэтому я говорю, раскритикуй свой ответ и дай улучшения. Я опять же делаю это все на какой-то базовой, очень плохой, недумающей модельке, но просто ради примера покажу. Раскритикуй свой ответ и дай улучшение. Что не так? Слишком быстрый ответ без контекста, рецепт получился скучноватым, нет контекста использования, виджет может быть избыточным. И сначала надо было уточнить тыры-пыры-тыры-пыры, и, короче, он должен уточнить и дать улучшение. То есть никогда не принимайте первый ответ от нейросети. Всегда пропускайте через фильтр. Скажите, раскритикуй свой ответ и предложи улучшение. Сейчас была тупенькая модель, поэтому она ничего не улучшила. Если бы мы делали это через модель Opus 4.6, он бы сам проанализировал свой ответ на какие-то неточности и ошибки и выдал бы результат лучше. Обычно, по ощущениям, ответ становится лучше процентов на 30. Поэтому если нейросеть вернула плохой ответ, попросите ее раскритиковать свой ответ и предложить улучшение. Это те ошибки, которые навеяли мне переписки с сегодняшними подписчиками. То есть у меня сегодня было несколько переписок. Это все, что я смог вспомнить вот так вот сходу, поэтому видео получилось не часовым, хотя ошибок на час, я думаю, что может и набраться. Но надеюсь, что после этого видео вы не будете совершать эти ошибки и будете получать максимум от ответов нейросети. Еще один важный нюанс, наверное, ошибка 5,5, это использовать бесплатные нейросети. Реально, если вы хотите получать хорошие, качественные ответы, не используйте бесплатные нейронки. Они обычно забывают контекст, выдумывают факты, работают хуже, в них нет классных инструментов для работы. Возьмите себе какую-нибудь подписку на ChatGPT за $5, если вы в нужной стране находитесь, или за $20 базовый тариф, или используйте Claude. Это гораздо более умная модель и с продвинутыми фишками. Тоже за $20 в месяц. Как оплатить такие, я объяснил в описании под этим видео. Меня зовут Артем Исламов, я лысый из браузера, рассказываю про нейросети так, чтобы вам было легче работать, жить и учиться. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если было полезно, и увидимся в следующих видео. В комментариях пишите вопросы, если остались. Пока.